Слава Украине, привет всем от Полонского. Трамп проснулся и выдал очередной пост по поводу Путина и переговоров. Ребята, очень многим этот пост не понравился. А, я, а мне, вы знаете, я не могу сказать, что полностью не понравился. Сейчас я объясню, в чем дело. И давайте посмотрим, что было перед этим. Перед этим от имени Европы выступил Макрон и сказал, что сначала прекратить убийство, сначала прекратить стрельбу, сначала заключить перемирие на 30 дней, а потом обо всем договариваться, когда уже не стреляют, нельзя не согласиться. В том же ключе высказался уже Туск из Польши, в том же ключе высказался и Мерц, и Стармер. Абсолютно то же самое. То есть сначала прекращение огня, потом идет переговоры. Затем мы все слышали, что Путин хочет переговоров в Стамбуле. Понятно. Высказался по этому поводу Эрдоган. Он с удовольствием, кстати, предоставит площадку в Стамбуле или в любом другом турецком городе. С этим вообще никаких проблем нет. Вопрос в другом, что Эрдоган то же самое сказал. Он говорит, переговоры это все замечательно, хорошо и великолепно, но сначала надо прекратить убийство людей. Сначала надо сделать перемирие на определенный срок, а потом уже говорить о всех сопутствующих моментах. Самое интересное, что кремлевская пропаганда вырвала кусок речи Эрдогана и сказала, что он рад предоставить площадку для мирных переговоров, опустив то, что он сказал перед этим, что сначала нужно вообще-то заключить перемирие и прекратить стрелять. Но кремлевская пропаганда в своем репертуаре. Ну, в Штатах разница во времени, понятное дело, дедушка Трамп проснулся и выдал следующий текст в своей сети Trust Social. Итак, цитата, сразу перевод. Президент России Путин не хочет иметь соглашение о прекращении огня с Украиной, а вместо этого хочет встретиться в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Да. Видите тут, что он пишет? Значит, с чего он начал? Он начал с того, что президент Путин не хочет иметь соглашение о прекращении огня с Украиной. Опаньки. То есть уже обозначил виноватого. Вот эти вещи мне нравятся, когда очень четко ставят акценты. Путин не хочет соглашения о прекращении огня. Нормально. Дальше поехали. Дальше пишет. Украина должна согласиться на это немедленно. Дальше читаем. По крайней мере, то есть для чего это делать? По крайней мере, они смогут определить, возможна ли сделка. А если нет, европейские лидеры и Соединенные Штаты будут знать, где все находятся, и смогут действовать соответствующим образом, знаком восклицания. То есть, для чего туда Украина поедет? Чтобы разобраться, можно ли вообще дальше о чем-то говорить в плане прекращения огня, или дело плохо, или там в Кремле уже все шизанулись окончательно на войне, и их надо тупо гасить. Дальше поехали. Следующая цитата. «Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным, который слишком занят празднованием победы во Второй мировой войне, которую, внимание теперь, которую невозможно было бы выиграть, в скобках даже близко, со знаком восклицания, без Соединенных Штатов Америки. Проведите встречу сейчас». Конец цитаты. То есть, фактически, как вам сказать, очень многие написали, что Трамп плох, что он опять ничего не понял и т.д. и т.п. Я вам скажу так. Я никогда не примену возможности Трампа пошпынять, да, вы же меня знаете. Но из того, что я здесь читаю, тут немножко не так обстоит все дело. Тут он очень четко назвал того, кто виноват. Он сказал, что Путин вообще, как говорится, занимается хрен знает чем. Какой-то победой, которая без Америки была бы невозможна, а в это время убивают людей, в это время идет кровопролитие, которое надо остановить немедленно. И самое главное, что он тут акцентирует внимание на то, кто в этом всем виноват. Это Путин. И вот еще один момент.
По крайней мере, еще раз повторяю, слушайте внимательно, по крайней мере, они, то есть Россия и Украина, смогут определить, возможна ли сделка. А если нет, европейские лидеры и США будут знать, где все находятся и смогут действовать соответствующим образом. Знак восклицания. А действовать как соответствующим образом, если все плохо? Правильно, санкции и много оружия. Это то, о чем говорилось. То есть, по сути дела, вот сейчас многие начали кричать, что Трамп слился и снова ничего не понял и идет на поводу у Путина вот в этой вот конкретной ситуации. Но опять, все это дело будем оценивать по делам, правильно? Но из того, что я читаю, это, знаете, это все-таки, это правильно, это письмо в отношении Украины, но это и письмо в отношении России. Что если вы не согласны на прекращение огня, то США и союзники будут действовать соответствующим образом. А каким образом, они уже договорились. Это там санкции на нефть, это санкции. Ну, короче, самое главное шандарахнуть, ребята, все остальное билетристика. Самое главное шандарахнуть по нефти. И второй самый главный момент — это дать Украине столько оружия, чтобы просто на поле боя расистов можно было размазать. Потому что даже если ты поставишь 1000 шмобиков, это Хаймарса не впечатляет. Он прилетел, там две кассеты и 1000 шмобиков отминусовано. Вот и все. Просто у нас сейчас оружие, ну, вы же прекрасно знаете, как нам передавали оружие. Чтобы в 24-м, 23-м, ну, 22-й год даже не буду трогать, в 24-м, 23-м году, чтобы мы не проиграли войну. Ну, так же, да, мы ее и не проиграли, действительно. Но чтобы, как при Байдене смотрели, чтобы, не дай бог, там и не победили, что же. Тоже надо это учитывать. Потому что они сильно боятся, что Россия развалится, да то, да сё. Придется иметь дело с 45 новыми субъектами, а фиг его знает, что с этим делать. Кстати, вспомните 90-91 годы, они тоже не хотели, чтобы совок развалился. И как на Украину давили первые годы, чтобы отказалась от ядерного оружия. На Казахстан аналогично, кстати. Так что тут такое дело. Вот. Значит, друзья мои, не такое уже это печальное письмо, как очень, извините, пост от Трампа, не такой уж печальный, как очень многие там это расценили. Нет. Это, короче говоря, вот я это расцениваю как просто последнее испанское предупреждение Путину. Вот. Или какое там, китайское, что же испанское, что-то в испанский. Это испанский стыд, да? Путин должен испытывать испанский стыд. Угу. Вот. А это последнее китайское предупреждение Путина. Ну, не захочешь по-хорошему, значит, будет по-плохому.